Виноград, который созрел в этом году без проблем и вовремя. Виноград, который не треснул в этот тяжелый год из-за дождей. Виноград, у которого лоза вызрела без проблем. Всем привет! Многие подписчики просили в течение сезона, чтобы я сделал топ-10 сортов винограда. Сами знаете, какой был год. У нас он был в Беларуси. Весна была холодная, июнь-июль был очень жаркий, август был холодный и дождливый, сентябрь был дождливый и холодный, и ударили заморозки. Годик тот еще. Этот топ будет не моих сортов, этот ролик будет более расширенный по отзывам большинства виноградарей, с которыми я в этом году общался. Вы знаете, что в этом году у меня было много поездок по виноградникам, по выставкам. Было общение с виноградарем и какое-то сложилось мнение о сортах этого года. Ну, в общем, по Беларуси. Южная, центральная и северная. Ну, естественно, отзывы разные, но более-менее мнения совпали. Итак, топ-10. Десятое место. Преображение. Как бы я его немножко недолюбливал, мне не нравится у него вкус. Преображение для меня там маловато сахара. Он такой довольно пресноватый. Но есть любители, у меня даже мать его очень любит. Такой умеренно сладенький, такой простенький вкус для диабетиков, скажем так. Как ни крути, но он оказался довольно устойчивый. У него ягода не треснула. Лоза вызрела без проблем. Единственное, что на северной части Беларуси ему лучше все-таки в теплицу. Ну, центральная Беларусь и южная у стены ему самое место. Потому что есть проблемы именно с созреванием ягоды, с набором сахара. Но у него ягода не треснула, у него лоза вызревает шикарно. Единственный минус — это перегиб гребеножки в грозди. Ну, с этим народ справляется. По болезням у него проблем нет. Поэтому, ну, десятку железно он свою заслужил. Девятое место. Как ни странно, это самбо. Мне ее подарили. Первый год, когда у меня он заплодоносил, ну, я к нему очень стрёмно отнесся. Мне он не понравился. Гроздочки маленькие, разноцветненькие. Такое от красного до желтенького, такого чуть ли не белого. Ну, странный. В этом году, третий год моему кусту. И много отзывов от других я услышал, что он созрел вовремя. У меня он созрел, кстати, в августе месяце, ну, вторая половина августа. В этом году у всех сдвиг произошел по созреванию винограда. Вот у меня самбо созрело вообще без проблем. Ягоду набрал, у меня приезжали посетители. Они, кстати, как ни странно, покупали самбо. Поэтому, ну, есть о чем призадуматься. Ягода, правда, не крупная, но для ранней ягоды, для стабильной ягоды, которая не болеет и не треснула, по-моему, заслуженное 9 место. 8 место. Подарок не святая. Ягода вкусная, шикарная, все. У него есть недостаток по вызреванию лозы. В этом году есть. Но, опять же, этот год вообще не показатель, но он взял свое заслуженное 8 место. 7 место. Атос. По Атосу вообще отзывы всегда были шикарные. В этом году, ну, я знаю единичные случаи, у кого из-за обилия дождей в августе он треснул. Но это буквально единичные случаи. Вообще по нем жалоб нет и проблем с ним в принципе нет. Поэтому, ну, ему в любом случае по отзывам большинства, ну, однозначно это место он заслужил. 6 место. Цимус. Это кишмиш. По вкусу, по срокам созревания, по болезням, по треску у него проблем с этим вообще не было. Вкус у него мускат. Ягода не крупная, но все-таки кишмиш, что от него хотеть. У кишмишей, как правило, у большинства, конечно, ягода всегда не крупная, но не самая мелкая. Поэтому он такой середнячок, и он заслуживает это свое место. 5 место. Это для Беларуси вообще, в принципе, еще новинка. Украинцев, там, для южан, это уже практически не новинка, но это еще пока гибридная форма. Сорт ему никто не присваивал.
но она буквально ворвалась в нашу жизнь ярким цитронным мускатом, крупной ягодой, беспроблемной, не трещит, не болеет. Одни плюсы. Возможно, она заслуживает даже и там, чуть ли не первое место. Но мы продолжим дальше. Четвертое место. Кишмиш Юпитер. Юпитер, по-моему, зашел в северных регионах всем. Есть единичные случаи, кому он не нравится. Но это опять от предпочтений зависит. 99,9% людей, кому зашел кишмиш Юпитер. Это черный кишмиш. Да, у него есть проблема с рудиментами. У него даже в этом году появлялись кости. И причем такие приличные, твердые. Но у него обалденный вкус, он довольно устойчивый, он может хватать милдию, но при стандартных обработках, хотя бы 3 обработки за сезон, я проблем у него не нашел. Были отзывы, что у кого-то даже и обработки не особо помогли, но все-таки большинство предпочтения отдало ему лидирующие позиции. Третье место. В топ не могла не попасть Аркадия. Аркадия Настя. Это просто классика. Она что на югах, что на северах. Она просто бомбезная. Северная часть Беларуси, там, возможно, есть какие-то проблемы по набору сахара. Но в этом году, как и все предыдущие, она сахар набрала вовремя. Не каждый год может появляться мускат. Я знаю случаи, у кого-то он вообще каждый год не набирает мускат. У меня за все время, там кусту, по-моему, около 10 лет, один раз только не было муската. Единственный раз. В этом году я думал тоже, с таким тяжелым сезоном тоже муската не будет. Его не было долго, потом он набрал этот мускат. Вкус появился, вкус обалденный. Болезней у него даже аидиума. Он любит хватать аидиум при стандартных классических обработках. 3 обработки, возможно, даже 4 иногда понадобится, зависит от сезона. Без проблем. И треснутые ягоды, буквально было единичный случай, на каждой грозди, может по одной ягодке. И то треснутые ягоды, они затягивались, ягода не гниет. Ягода шикарная. Это классика жанра. Я знаю, все топы пересмотрел, она всегда в топе. По-любому. У нее либо первая, либо там, в 5 она по-любому входит. Второе место. Надежда ранняя. Гибридная форма. Для Беларуси она пока, я не знаю, она не очень популярная. У меня этому кустику 3-й год дала сигналочку. Созрела она в середине августа. Она набрала отличный сахар. Ягода не треснула. Ягоды красивые, черные. При стандартных обработках она сидит возле Алешенькиного. Не нахватала ни болезней, ничего. Вообще, я считаю, очень перспективная форма. Беспроблемная, вкусная. Одни плюсы. Я не вижу проблем ее у себя не держать. Но, повторюсь, она почему-то не популярная. Я мало у кого ее видел и слышал. Это уже лично мой отзыв о ней, потому что я непосредственно с ней работал. И первое место. Это однозначно от всех слышу одно и то же. Вот просто бомба. Это ромбик. В этом году он просто непревзойденный. Он созрел среди всех сортов самый первый. Кому не приезжал, даже коллегу Петкевичу, у него северный склон. Правда, в теплице. У него в теплице там проблемы даже с нормальными сортами и формами были. Но ромбик у него просто шедевр. В теплице. В открытом грунте, у кого он растет, он просто шедевр. Он, несмотря ни на что, несмотря на погоду холодную, он выдает небольшие, но хорошие кондиционные грозди и ягоды. Ягода вкусная, сахар хороший. Единственное, что, грозди пускай небольшие, грамм там по 300, по 400, по 2 грозди на побег, и проблем не будет. Вот это топчик этого сложного года, который просто благодаря холодному лету, благодаря дождливому лету порвал в хлам все. Вот эти сорта и формы, которые выдержали этот сезон. Это не призыв к действию, это не реклама, это топ
по отзывам виноградарей, с которыми мне пришлось общаться на выставке. Кто не видел выставку, ссылка в описании под видео, где будет написано «Еще». Нажимаете и удивляетесь. Там столько информации, капец. Это не шедевральные грозди, есть гораздо лучшие и красивее, но это самые неприхотливые формы и сорта, которые в этом году показали, что ягода может не трещать. Притом не надо вокруг них бегать с бубном там какого-то особого ухода. Они при стандартной обработке, при стандартном уходе, они выдержали все эти коллапсы с дождями. Особенно с дождями, потому что эти дожди, они в этом году просто порвали, большую часть сортов в хлам. Некоторые подписчики изъявили желание сделать топ трескунов этого года. Если есть желание у кого, пишите в комментариях. В принципе, можем сделать без проблем. Пишите комментарии, совпал ли мой топ, точнее, это не мой топ, а именно моего окружения, совпал ли топ с вашим. Если что-то не совпало, пишите в комментариях, будет интересно почитать. Возможно, что-то упустил, возможно, не все сорта указал, но это те, которые в этом году были на слуху. Все. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Кому видео было полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, пока.